Валерий Табаков. Сегодня состоялось очередное заседание в деле об убийстве Ирины Фарион, которой обвиняется Вячеслав Зинченко. И мы разбираем один из эпизодов судебного заседания. И в центре внимания этих эпизодов, которые мы сейчас разберем, видеозапись. Видеозаписи, которые, по мнению обвинения, должны подтвердить вину Вячеслава Зинченко, но защита, и в частности адвокат Воронюк, называет эти видеозаписи псевдодоказательствами. Почему возник спор между защитой и обвинением? Имеют ли копии видеофайлов такую же юридическую силу, как и оригиналы? И как это может повлиять на алиби Вячеслава Зинченко? Сегодня, опять же, как обычно, мы разбираем этот вопрос с юридической точки зрения, и мы разберем, что же не так с этими видеозаписями и почему позиция защиты может в этой ситуации изменить ход дела. В очередной раз подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, распространяйте это видео, донатьте по возможности. Итак, поехали. Для тех, кто не следил за делом, Ирина Фарион, филолог, общественный деятель, была убита в июле 2024 года во Львове. Подозреваемый Вячеслав Зинченко, 18-летний. Прокуратура обвиняет именно его в совершении этого убийства. Прокурор Дмитрий Петлеванный, который представляет сторону обвинения, утверждает, что Зинченко – это одно и то же лицо, что и человек в панамке и очках, которого видели как на фото, так и на видеозаписях вблизи места преступления. Однако защита и, в частности, адвокат Воронюк настаивает, что доказательства обвинения и, в частности, видеодоказательства шаткие. Эти видеозаписи, которые мы сейчас будем обсуждать и которые были продемонстрированы сегодня в зале судебного заседания, вообще-то не могут считаться полноценными доказательствами. Почему? Потому что в суде, друзья, были представлены не оригиналы видеозаписей, а их копии. Более того, нужно сказать, что эти видеозаписи не фиксируют сам момент убийства, а просто показывают перемещение Зинченко по Львову в первый день его пребывания в городе. Это сразу ставит вопрос о том, как же эти видеозаписи связаны с убийством. Человек гуляет по городу, ничем таким не занимается, подозрительным, да? Зачем эти видеозаписи демонстрировать в суде? Но все же они были продемонстрированы. И на этих видеозаписях перемещение по городу, заход в арендованную квартиру и получение посылки в отделении Новой почты. Перемещаться по городу у нас не запрещено, снимать, арендовать квартиру тоже не запрещено, получать посылки на Новой почте тоже не запрещено. И что? И ничего, да? То есть перемещается, арендует, получает посылки, никакой связи с убийством здесь нет. Но, друзья, важный момент. Эти видео показывают не сам момент убийства, а обычное действие. Однако, по мнению прокурора, это все же подтверждает причастность Зинченко к убийству. Мнение прокурора еще это не мнение суда. Но как? Прокурор считает, что Зинченко – это тот же самый человек, что и человек в панамке и очках, которого видели в другом месте. Однако, друзья, есть проблема. Есть видеозаписи, конечно, не сегодня они были просмотрены, а ранее
и они находятся тоже в материалах дела, и их желательно было бы просмотреть. Так вот, вот те видеозаписи, они показывают Зинченко и человека в панамке и очках практически одновременно, то есть в одно и то же время. И вот Зинченко и человек в панамке и очках, они находятся друг от друга на расстоянии в одно и то же время примерно на 7 километров. То есть не может же Зинченко находиться одновременно в двух местах, которые на расстоянии 7 километров друг от друга. Вот в чем еще загвоздочка. Но поскольку это обстоятельство может быть доказательством алиби Зинченко, а не его вины, то прокурор попытался выкрутиться в этой ситуации. Он объясняет вот это несоответствие по времени, зафиксированной камерами, сбоями в настройке времени видеокамер. Но, друзья, это так или не так? Были эти сбои в настройках или их не было? Далее прокурор Петлеваный, ну, в своем стиле, можно сказать, да, в стиле провинциального как бы обвинителя, который, не знаю, он где учился юриспруденции, я не берусь утверждать, но вот Петлеваный утверждает, что копии видеофайлов, представленные в суде, приравниваются к оригиналу. Здесь можно, друзья, начинать смеяться, причем смеяться минут 5. Еще раз повторю эту фразу Петлевана. Копии видеофайлов, представленные в суде, приравниваются к оригиналам. Петлеваный, да. И неважно, но по словам Петлеванова, на каком носителе находится видеофайл, неважно. Доказательством является само содержание, само видео, да, а не флешка или диск, на котором находится этот видеофайл. Друзья, ну, можно сказать, для дилетанта, да, или для непосвященного, это звучит логично, да, то есть рассчитано на кого это рассчитано? На сторонников Софии Особы, на, значит, националистов, которые, значит, им право не важно, да? Вот. Ну, на самом деле, в цифровую эпоху, которую мы сейчас наблюдаем с вами, видеофайлы, конечно же, можно копировать без потери качества. И в судебной практике Украины обычно принимаются эти копии как доказательства. Но, друзья, это можно сделать только если подлинность этих копий подтверждена. Прокурор ссылается на статью 84 УПК Украины, где сказано, что доказательства – это фактические данные, полученные законным путем, а несоответствие во времени на видеозаписях он объясняет сбоями в настройке камер. И вот эти сбои он утверждает протоколами допросов владельцев этих камер, то есть не техническими как бы экспертизами и не логами, да, этих файлов, а допросами владельцев. Ну, такого еще поискать, да, в нашей продвинутой системе прокуратуры, да, но во всяком случае технические сбои объясняют допросами. Очень великолепно, да. И такая позиция прокуратуры с стороны обвинения имеет слабые места. И, конечно же, защита их должна активно использовать. Почему адвокат Воронюк назвал эти видео псевдодоказательствами? Ну, во-первых, Воронюк сказал, что полноценными доказательствами те видео, которые были просмотрены сегодня в судебном заседании, считать нельзя. Аргументы. Отсутствие оригиналов. То есть просто. Где оригиналы? Оригиналов видео нет. Что мы смотрим? Мы смотрим копии. А оригиналы – это данные с серверов,
они просто-напросто отсутствуют. А согласно статье 99 УПК, вещественные доказательства должны храниться в первоначальном виде, то есть в виде оригиналов. Без оригинала, друзья, гарантировать то, что копии не были изменены, невозможно. Поэтому вот та позиция Петлёва, она, ну, конечно, рассчитана, не знаю, на кого рассчитана, но, еще раз повторю, рассчитана на дилетантов. Но надеюсь, что судьи, которые ведут процесс и будут принимать решения, такими дилетантами не являются. Процессуальное нарушение также это аргумент защиты в пользу того, что нельзя считать просмотренные видео полноценными доказательствами. Эти нарушения состоят в чем? В том, что копирование видео проводилось не в ходе процессуального действия выемки, а в ходе осмотра. И вот здесь вот это серьезное нарушение. Здесь нарушены статьи 234, 236 и 235 УПК. Выемка требует строгого документирования, включая постановление суда, участие понятых. Ну, а всего этого, по словам защиты, не было. Но были понятые, когда Петлёваный под протокол допрашивал владельцев камер, конечно же, не было. Подписей понятых на этом допросе нету. При копировании видео были какие-то понятые, тоже никто этих понятых в глаза не видел. Поэтому никакой выемки там и в помине не было. То есть, а в ходе осмотра невозможно гарантировать соответствие копий оригинала. Время фиксации. Но это уже касается других видео, но здесь стоит отметить, что вот то обстоятельство, что на определенных видео Зинченко зафиксирован у себя на балконе арендованной квартиры, а человек в панамке и очках где-то на трамвайной остановке. И расстояние между балконом арендованной квартиры и трамвайной остановки где-то 7 километров. Значит, на трамвайной остановке человек в панамке и очках, а на балконе Зинченко. Не может же Зинченко одновременно находиться в панамке и очках на трамвайной остановке и без панамки и очков у себя на балконе в арендованной квартире. Конечно же нет. И что же прокуратура в этом случае делает? Значит, здесь нужны, конечно, технические отчеты, экспертизы, почему временные метки видеозаписей не точны. Вот. Если видеометки точны, то тогда эти видеозаписи можно использовать в качестве алиби Зинченко. Видеозаписи, ну, те, которые просмотрены сегодня, они не фиксируют момент убийства. Только перемещение Зинченко в первый день его пребывания во Львове. Его вину эти записи не доказывают, но какой вопрос задает защита прокурору? Защита указывает, что нет четких доказательств идентификации, что человек в панамке и очках, и что на видеозаписях зафиксирован именно Зинченко. Хотя не оспаривается этот факт, но доказать, что на видеокамерах зафиксирован Зинченко, ну, чисто процессуально, да, как в виде доказательства, невозможно. Обвинение опирается только на то, что защита не возражает. А здесь вот адвокат возразил. То есть получается, что вот все эти видеозаписи суд может признать недопустимыми доказательствами. Причем с учетом того, что представлены в суде не оригиналы, а копии, которые получены с нарушением процессуального порядка. Качество видео, отсутствие лица, четкой фиксации, других признаков
делает вот даже такую идентификацию предположительной. Все эти аргументы в совокупности позволяют защите называть вот просмотренные сегодня видеозаписи псевдодоказательствами. Если суд признает их недопустимыми, а для этого нужно подать ходатайство, то это, опять же, может послужить поворотным моментом в деле судебного разбирательства. Потенциальное алиби. Ну, это мы уже рассмотрели. Зинченко не изображен на видеозаписях, не зафиксирован вблизи места преступления. В ключевой период, то есть в момент убийства, там только зафиксирован человек в панамке и очках. Но сегодня, как мы видели, адвокат Зинченко Юрий Немировский подал еще одно ходатайство по поводу того, чтобы суд исследовал его копию протокола забора запахов для одерологической экспертизы. Там нумерация запахов у него указана, насколько вы помните, 1, 2, 2, 2, а в протоколе, который зачитывала прокурор Данилев, 1, 2, 3, 4. И эти несоответствия не отмечены должным образом. То есть не было записей, подписей всех, кто проводил осмотр места преступления, и понятых. Там нету, что вот внесены такие-то, такие-то, такие-то исправления в протокол. А два варианта протоколов – это уже свидетельство того, что доказательства фальсифицируются. Поэтому и с видеозаписями то же самое. То недоверие, которое уже на сегодня сформировано в отношении доказательств, представляемых стороной обвинения, оно сейчас коснулось и всего того, что было просмотрено сегодня в виде видеозаписи. То есть нету подтверждения, значит четко суд не может считать такие доказательства допустимыми. Прокурор объясняет это сбоями, представляет какие-то там протоколы допросов, тоже без понятых, но не могут ни такие протоколы, ни такие пояснения прокурорам сбоев во времени настроек видеокамер быть доказательствами. Дополнительное доказательство алиби Зинченко. Ну, если есть показания свидетелей или, например, данные геолокации телефона, а они есть, вот, или другие видеозаписи, где Зинченко находился в момент совершения человеком или кем-то другим в панамке и очках убийства Фарион. Если есть такие видеозаписи, то они, конечно же, могут быть использованы стороной защиты как доказательство алиби. Но единственное, что мне известно, это геолокация телефона. Она есть, и ее можно представить в качестве доказательства алиби. Опять же, все дело в суде. Как на это посмотрит суд. И в украинской практике видеозаписи, друзья, часто принимаются как доказательства, даже если это копии. Но при одном условии, что их подлинность и законность получения подтверждены. А в деле сразу несколько проблем. Отсутствие оригиналов. Без них суд может усомниться в подлинности копий, особенно если нет хэш-сумм или других технических данных, а их нет. Процессуальные нарушения. Копирование производилось в ходе осмотра, а не выемки. И это нарушение норм УПК, то есть процессуальных норм, поэтому суд вполне обоснованно может признать эти видеозаписи недопустимыми на основании статьи 87 УПК. Если обратить внимание на несоответствие времени и защита докажет, что сбои в аппаратуре
не подтверждены технически, то, опять же, видеозаписи могут подтвердить то, что человек в панамке и очках и Зинченко – это разные лица. И нерелевантность. То есть с моментом убийства видео, просмотренные сегодня судом, не связаны. Имеют такие видео низкую доказательную ценность. Вот. Суду предстоит ответить на вопрос, можно или нельзя доверять этим видеозаписям. Если убедит суд в их недопустимости или использует эти же видеозаписи для подтверждения алиби Зинченко, то это станет переломным моментом в деле. Друзья, дело Зинченко показывает, что важно разобраться в юридических тонкостях всего процесса. Видеозаписи, которые прокурор считает доказательствами вины, могут оказаться доказательствами невиновности, если защита докажет их недопустимость или подтвердит алиби. Что будет дальше? Если суд исключит видеозаписи из числа доказательств или признает их как поддержка алиби, то это кардинально может изменить ход дела. Друзья, еще хочу сказать, что очень интересное получилось одно из моих предыдущих видео по поводу баллистических экспертиз. Кроме того, есть еще экспертизы генетические, насколько вы помните. Я обратил на это внимание. И вы тоже, пожалуйста, вспомните, просмотрите их еще раз, о чем там шла речь. Речь шла о том, что генетические экспертизы были проведены двух стульев и лавки. И ни на лавке, ни на стульях не было обнаружено этими генетическими экспертизами со смывами, которые проводились, ДНК Зинченко. Вот. И эти экспертизы были проведены буквально 1 августа 2024 года. Но что сделала сторона обвинения? Она послала уже на экспертизу, когда ДНК-экспертиза показала отрицательный результат, они послали стул. И уже не в Киев, где проводились эти экспертизы, а куда-то там в Одессу, да? И с этого стула были повторно взяты смывы. Ну, что можно смыть повторно со стула, трудно сказать. Но как бы были взяты смывы, и в этих смывах вдруг обнаружилась ДНК Зинченко. Как она туда попала, уже не 1 августа, а где-то в ноябре. То есть как после того, как все стулья были смыты, вдруг она опять там ДНК Зинченко появилась. Но не иначе, как Зинченко усадили на этот стул, и он там просидел, ну, как минимум полдня. Вот. Только в этом случае после смывов может появиться заново на этом стуле ДНК Зинченко. Ну и вот в такой вот ситуации проведение двух совершенно противоположных получения результатов, противоположных результатов двух ДНК-экспертиз требует, конечно же, разобраться, почему в деле имеются противоположные результаты одних и тех же экспертиз. То ли это фальсификация, что, на мой взгляд, достаточно реально, с учетом того, что мы видели по ходу всего дела, либо это опять же, но лично у меня нету, друзья. Поэтому следите за процессом. Процесс поднимает важные вопросы о справедливости, законности в уголовных делах. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые разборы громких дел. Пишите в комментариях, что думаете
об этом споре и как должен поступить суд в отношении просмотренных сегодня в суде видео. Ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, комментируйте. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч!